Привет. Дети. Друзья, мираба, это по-турецки привет. Я Альбина, и я все еще блогер, и я все еще в Турции. Один знакомый, скажем так, будущий инвестор, попросил меня проверить одну стройку в районе Тамюк, провинции Мерсин. И я из района Арпач-Бакшиш решила совместить приятное с полезным. Пойду по набережной пешком до района Тамюк. И Google карта мне подсказывает, что мне идти 1 час 15 минут. А море сегодня неспокойное, обратили внимание? Вот не могу пройти мимо. Чуть-чуть постою у моря, полюбуюсь. Сам район Арпач-Бакшиш считается спокойным, спальным. Ранее это была только сельскохозяйственная местность, специализирующаяся на цитрусовых. Но в последнее время прибрежная полоса Арпач-Бакшиша превратилась в летний курорт. Здесь расположены летние домики. На первой линии проживают сами турки со всей страны. Да-да, кто-то подсуетился и купил ранее на первой береговой линии квартиру, а кому-то, это элите турецкой, на госслужбе выделили квартиру. И они не скупали квартиры в Алании, ведь там только туристы, там все в 2 раза дороже, а здесь дешевле. А море одно, солнце одно, природа одна, воздух один. И вот года 3-4 назад начали здесь скупать квартиры иностранцы. Да так, что в прошлом году стоимость квартир здесь поднялась не в 2 раза, аж в 3 раза. Но сейчас ситуация изменилась, цены поднялись не только на недвижимость и на все остальное. И правительство вынуждено что-то было делать, так как страдает местное население, зарплаты не такие большие, а цены на еду, на продукты, на одежду, на товары, на все повысились. Тут еще и выборы на носу, и правительство решило ужесточить меры проживания иностранцев в Турции. Ранее иностранцам выдавали ВНЖ при аренде квартиры. Далее стали выдавать ВНЖ только при покупке квартиры. И сейчас еще ужесточили, там при определенных условиях теперь можно получить ВНЖ при покупке квартиры. Это привело к тому, что цены на недвижимость немного упали, так как в связи с политическими событиями в мире люди с других стран приезжали сюда и покупали квартиры, чтобы жить. Сейчас такая возможность в Турции сама собой отпала, а иностранцы, которые планировали купить квартиру, чтобы здесь отдыхать на лето, на месяц, на 2, на 3, могут воспользоваться сейчас ситуацией и купить квартиру дешевле, чем она стоила год назад. А как же быть тем, кто хотел инвестировать в недвижимость в Турции, чтобы потом, например, подороже перепродать или сдавать в аренду? Ведь чтобы сдавать в краткосрочную аренду, там тоже свои есть заковырки и нюансы. И для перепродажи сейчас не самый лучший вариант, но я думаю, что цены ниже, наверное, уже не упадут, потому что Мерсин развивается в туристическом направлении, здесь уже строят гостиницы, и есть новые проекты, которые позволят в будущем сдавать квартиры на краткосрочную аренду без проблем. Это комплексы отельного типа, апартаменты. И впервые в Мерсине стали строить комплексы со студиями. Здесь их называют квартира 1+0. Вот я как раз и иду проверить, как идет строительство таких комплексов. Кому интересно, можете найти сами в интернете. Это комплекс Рио есть такой, есть комплекс Концепт Тренд. Находятся они недалеко друг от друга в районе Тамюк. Плюс в таких комплексах, что управляющая компания сама берет на себя обязательство сдавать вашу квартиру на полном законном основании. Но по этой квартире нельзя получить ВНЖ. Кстати, в конце января должны были в Мерсине открыть аэропорт, 2-й по величине в Турции. Но, видимо, что-то пошло не так. Открытие затянулось, все ждут. А еще глава турецкого Центробанка подала в отставку. Но это не мудрено при такой-то инфляции, более 40%. И в марте будут выборы мэров городов Турции. Ну все, я отправилась в путь. Стартую из района Арпач-Бакшиш. Вот задумывалась, что за название такое. Вот бакшиш знаю, это вот как чаевые, какое-то вознаграждение. А вот Арпач не знала. Заглянула в Google. Местность была названа в честь Арпача Хусейна, вождя племени Сары-Качели. Район усиленно застраивается, везде вот стройки идут. Ну, это первая линия, эти дома здесь уже давно стояли. Кстати, вот я и говорила, что сами турки здесь покупают квартиры, покупали.
И вот есть одна знакомая турецкая семья, которая проживает в Стамбуле. Купили здесь квартиру как дачу и открыли даже свое кафе. Да, и здесь, когда прогуливаешься, видишь всегда машины со стамбульскими номерами. И, кстати, загляну я немножко наперед. В следующем видео я сниму район Аяш. Меня попросили там тоже проверить новостройку. Говорят, там шикарный вид на море. И там, говорят, прям море чистейшее. Ну, вот убедимся сами. Салам. Video mümkün mü yapmak? Video mümkün mü yapmak? Evet. Bakabilirsin. Çek fotoğrafını. Çek. Çek videoya çek baştan. Hepsini çek. Килограмм мандаринов 8 турецких лир, апельсины 10 лир, лимоны 5 лир. Şekerler. Спасибо. Песок и камешки. Впереди виднеется строящийся дом. Строек, как я вам уже сказала, очень здесь много. Наверное, через год, через 5 лет. Здесь вообще будет как курортный город. Инстаграмное место. Чем вам не Мальдивы? Я, конечно, иду в быстром темпе, и иногда буду останавливаться так и снимать вам интересные места. Полицейская будка.
Турции плоды этих кактусов съедобные. Называют их колючим инжиром, но в народе их также называют язык тещи. Кушают их в сыром виде. Вначале отмачивают в холодной воде, потом протирают салфеткой, чтобы отошли мелкие колючки, и едят. Поспевают осенью. Обратите внимание на комплекс Кремлин. А впереди вывеска «Рэдисон». Скорее всего, здесь начнут строительство отеля «Рэдисон». Я пришла до места назначения, звучит азан. Дошла я до стройки. Вот. Комплекс называется «Концепт Тренд» от застройщика Али Аглу. Вот стройку огородили. Тут рядом прям дорога. Стройка продвигается. Уже строят первый турецкий этаж. Это, как вот мы обычно называем, второй этаж. Вот так выглядит. А затем Белым домом море. Шла как раз я оттуда, с набережной, до этого комплекса. Время заняло 15 минут. Так стройка выглядела месяц назад. Так что, дорогие инвесторы, кто купил квартиры здесь, смотрите, процесс пошел. Вернулась в район Арбач-Бахшиш, не могу оторваться от моря, гуляю по набережной, скоро улетать, а так не хочется. У меня новая подружка. Идет со мной, гуляет, прогуливается, я останавливаюсь, и она останавливается. Ну что, пошли дальше. Вот я стою, и она меня ждет. А у меня на них очень сильная аллергия. Что делать, подружка? Да? Да, красавица. Идем дальше. Составишь мне компанию? Пошли. На улице хозяйка заведения увидела, что я блогер, и пригласила меня сюда. Но сама постеснялась выйти на камеру. Надеюсь, у них семейный подряд. Зашла в чисто турецкое кафе. Вот есть вот шашлык такой. Прям как в Узбекистане. Еле нашла. Не кебаб, а шашлык именно. Вот здесь с таким салатом, здесь набор можно забрать домой. Недалеко от Марвиста Глория. Чисто турецкое кафе. Салон. Teşekkürler. Это мне подарок. Так что это кафе-находка для меня. Ататюрк. Antalya'da gittim. Orada sizde bayram var. Orada şarkı çok yaşa Mustafa Kemal. В этом заведении можно еду заказать на дом через WhatsApp.
Иду домой, уже вечерело, как вы видите. Днем очень тепло, бывает и солнце светит, и погода прекрасная. Ну, как наступает 5 вечера, 6 вечера, все, погода резко меняется, ветер, прохладно, вот и в куртке я уже даже одета. Хотела купить себе что-то на ужин, так как много дел было. Искала и забрела в чисто вот турецкое кафе местное. И за мой турецкий язык они, видимо, обрадовались. И мне столько подарков надали и вот надавали. В общем, я купила себе шашлык. Я вам покажу попозже. Мне еще и подарки, фрукты дали. И оливки. Целый пакет. Ну вот, несу все с собой. Получается, эти фрукты, эти оливки, еще что-то там добавили. Хотя я заказывала только один шашлык. Накормили меня. По пути обратила внимание на эти замечательные комплексы с подсветкой, с пальмами. Внутри комплекса обычно бывают бассейны, сауны, хамамы, тренажерные залы. Все хорошо. Но вот дороги. Мэр города, обратите внимание на дороги. Или хотя бы, наверное, надо обязать застройщиков, чтобы придомовую территорию, даже за комплексом, как-то благоустраивали дорогу. Прогулка моя заканчивается. Иду домой есть шашлык. А вам, если понравилось видео, поставьте лайк. Вам не трудно, а нам приятно.